комедия, ситуация вообще вся это происходит в том, что я заплатил за вас. Знаем уже. Да, и что дальше происходит? Бросаете вы наводчика? Ну, уже да, потому что Нахер он надо? даже вложить в 200-х нам некуда было. Вы вообще что-то знаете про то, что происходит? По факту получается, что ничего не знали. Знали только то, что им было выгодно нам говорить, и все. Гранату нашел, что он с ней делал? Ну, я так понял, он уже подорваться хотел. Спрыгнули, ну и там уже на нас наставили оружие. Добрый вечер, мы из Украины. Ну, что-то типа, да. Ну, вообще, как бы мы должны были поехать забрать тела 200-х. Из 15 машин работало 5. Да. 30%. 70% техники не работало. Да. Можно так сказать? Да. Наемник, которому повезло, у которого на руках умер его наводчик. Так же было? Да. Кто вас обстреливал? Свои же минометами крыли. Уже слишком долго времени прошло. Он дышал еще? Нет. Уже все был. Наводчику оторвало ногу. Сколько у вас человек было? 3 человека экипаж. Ну, как Родину бы защищать, с автоматом бежать. изначально, типа, ущемление народа, ущемление русского языка, издевательство над местными жителями. Что политикой вы не интересуетесь, всей правды вы не знаете, военную тайну вам не дали. Ну, все вы же. Да. Херово. Вот. Без ранений. Без ранений. Херово 2 раза. Добрый день. День добрый. Как у вас дела? Все отлично, хорошо. Что отличного, хорошего? Ну, по крайней мере, разрывов снарядов нету над головой. Разрывов снарядов нет. А были разрывы? Да. Были разрывы. Представьтесь, пожалуйста. Я матрос Железняк Иван Иванович. Прикомандирован к 155-й бригаде морской пехоты. А что такое прикомандирован? Ну, как я понимаю, что типа на время отданный в пользование. Отданы в пользование? Да. Дата рождения ваша? 19.04.1997. А до отдания в пользование вы где были? 72-я береговая ракетная Береговая ракетная. Ракетная какая? бригада. Бригада. Это какие там ракеты? Там по классу именно как это защита береговой. Включи, пожалуйста, свет. Ходил, проверял. Да. О, колхоз. Большие какие-то ракеты? Ну, без понятия, я телефонист в взводе связи. И что там телефонировали? Да ничего. В основном так учили, как тапиками пользоваться, да как полевку раскидывать. У нас добровольная беседа. Вы даете согласие на запись и публикацию? Да, Вы понимаете, что эту запись потенциально может увидеть очень много человек? да. Вам нужна публичность? Ну, нежелательно, но что делать? Если это поможет попасть в списки обмена, Почему нежелательно? не знаю. Никогда не был публичной личностью. Не, ну смотрите, я задал простой вопрос. Вы однозначно ответили, неоднозначно, а нежелательно. То есть какое-то нежелание, в чем оно выражено? Да нет, просто неохота, чтобы потом там кто-то пальцем тыкал или еще что-то. Давайте поговорим на тему пальцем тыкал. Тыкал за что? Ну, то, что типа в плен сдался или еще что-то типа такого. Что мало кто этого может понять, и мало кто сможет сообразить, из-за чего и как вообще это все произошло, и принять. Ваши близкие, друзья, знакомые, да? Ну, Давайте нет, друзья знают то, что близкие поймут, друзья тоже, а вот знакомые. Мы будем пробовать них по разобраться в барабану. этой ситуации. Вы сказали, в плен сдался. Вы сдались Нет, или вас взяли? нас взяли в плен. Так вы не сдались. Ну, мало кто понимает разницу между этим. А в чем разница? Ну, разница, я так полагаю, что когда ты сам сдался, это значит, собственноручно пришел, так сказать, к потенциальному противнику с белым флагом. И все. А взяли? Ну, взяли, когда ты по какому-то стечению обстоятельств
оказался на территории противника. Без дальнейшей возможности что-то предпринять. Вас, вы сказали, взяли в плен. Да. Ну, попробуем общественности вашей донести, как это произошло, чтобы вас не считали кем. Вы хотите в глазах их быть хорошим солдатом? Нет, я никем не хочу казаться. Я хочу оказаться поскорее дома, рядом с женой, с сыном. Расскажите тогда немножко истории. Вам сколько полных лет? 25. Вы говорили, что вы срочник. Да. Расскажите, как так получилось, что вы срочную службу пошли проходить, служить в 25 лет? Путешествовал, катался по стране, пока не женился, не пошел учиться. Вы На блогер среднее какой-то там? специальное. Нет. Просто путешественник. Самому было интересно, в какой стране живу, какие города имеются, сравнить уровень жизни в этих городах. Вы не сказали, зрители не понимают, откуда вы. Родился я в Приморском крае, поселок Тигровый. До 6 лет прожил в Партизанске, потом переехал с родителями в город Омск. И до 17 лет прожил в Омске. Мы смотрели, это 7 тысяч километров место рождения. Путешествовали. Со скольки лет вы начали С путешествовать? 17. Какое у вас образование? Среднеспециально. А какое? Электромонтер по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственного оборудования. Вы закончили во сколько лет? Получили его? В 16, получается, я закончил школу, 9 классов. Попытался поступить в Дальневосточное мореходное училище. Поступил даже удачно, успешно. Но в сентябре, где-то в октябре я уехал. Куда, обратно почему? домой, в Омск. Почему? Ну, не знаю, мне как-то не нравилось сидеть на одном месте. Сентябрь. Какой-то- Вы 1 месяц поучили? Да, потом я начал кататься. Новосибирск, Тюмень, Москва. Так. И на чем вы катались? Автостопом на попутках. Автостопом. Да. А деньги на катание? Приезжаешь в любой город, есть вывески, там, подработки грузчиков, не грузчиков. И все, какое-то определенное время работаешь в городе, а потом А живешь где? также снимаешь комнаты. У вас типа... Где-то через знакомых остаешься. В чем интерес такой жизни? Не знаю, какая-то свобода была. А где вы получили образование и зачем оно вам нужно? Образование я уже получил, осознав то, что долго ты так не проработаешь на «принеси-подай», то, что нужно уже какое-то образование иметь, и вернулся домой в Омск, закончил Омский многопрофильный техникум. Ваши родители, когда, по сути, вас отпустили в 17 лет скитаться, ну, вот как бы, потому что я... Мать даже не знала, что я уеду совершенно в другой город. Это был город Новосибирск. Вот. Вы уехали, ничего не сказали? Ну, я вообще как бы типа ушел как просто погулять. И все. И уехал. И в через другой сколько город. вы сказали? Через 4 дня с матерью созвонился. Она сказала, давай там дуй домой. Сказал, мам, это немножко проблематично, так как я нахожусь в другом городе и уже нашел работу. Город далеко был? 726 километров. У вас это по душе как-то или какие-то причины были уйти? По душе просто. Во-первых, мне город сам по себе Омск не нравился, потому что пробиться молодежи там очень сложно куда-то. На любую работу, на которую можно устроиться, на которую ты сможешь сам устроиться именно, это только там, где будут обманывать зарплаты. Причем, конкретно. Расскажите, что такое обман зарплатой в вашей чудо-стране, недостране, потому что у нас, например, такого нету. Как типа ты пришел на зарплату там 15 тысяч гривен или там 8 тысяч гривен, а тебе дали 3. Но вы не один уже просто это рассказывают, как поработал. Как это? Расскажите. Приходишь в какую-нибудь организацию. Например, давайте. Вот у меня в данный момент была организация по доставке продовольствия по области в магазины. Вот. Обещали изначально 20 тысяч зарплату. Первые месяца
вроде как выполняли свое обещание, то есть, ну, выдавали 20, там где-то, может быть, даже переработку оплачивали. Вот. Вы были кем там? Грузчиком. Грузчик, который ездил с водителем и с экспедитором по области. Развозили. Да, развозили продукцию. Это к 9 мы должны, ну, к 8 мы должны были быть на работе, до 9 загружались в машины, в 9 уже все выезжали, ну и приезжали по-разному. Редко, когда приезжали в часов 10 вечера. В основном час-два ночи, 2:30. То есть, по сути, это типа с 7 утра? По сути, да, это. И до часа У меня ночи день как? начинался с 6 утра до 3 Часа часов ну, в основном. за это платили 20 тысяч, и потом что, через пару месяцев? А потом через пару месяцев у нас начальство наше, директора стали куда-то ездить, денег стало куда-то не хватать, ну, хотя каждая машина была загружена на 400, на 500 тысяч. Понял. Сначала была задержка, потом выплатили за 2 месяца 8 тысяч. За 2 месяца 8 тысяч? Да. И я ушел. Вы неофициально там работали? Ну как, пробивали, трудовую тоже давал, ну вроде как не совсем там уж и официально все было в трудовой. А как он дает 8 тысяч и говорит что? На это тебе Денег нету. А вы ему? Я просто стою, смотрю, говорю, как нету, если у нас ну, по 5-6 машин выезжает в день. Это... На 400 тысяч каждая. Обратитесь к этому чуваку. Да, я уже как-то Как его фамилия, имя? не помню даже. Это было уже давно, до еще учебы. Начало учебы, это года 4 назад. Это славянин был? Русский? Да. Россиянин? Да. То обычно кидают... Поняли, да? На стройке работал с такими, как правило, никогда не кидали. Да? Да. Типа более порядочный? Ну да, как-то у них более... Отработал свое, получи свое. Ну, короче, разные мнения ходят. Да, я назвал это не путешественник, а скитание, потому что путешествовать я так отношу, что ты куда-то едешь, там что-то делаешь, едешь в другое место, что-то делаешь. Вы, по сути, скитались. Вы ехали без денег, жили, я так понимаю, в хостелах, работали с утра до вечера. И у меня складывается впечатление, что вы от чего-то бежали и куда-то хотели добежать. Куда вы в итоге и когда добежали? Ну, самая первая долгая моя остановка, это был Новосибирск. Там я прожил 2 года, вернулся обратно в Омск уже из-за гибели дедушки, из-за смерти. Дальше. Это сколько, сколько вам было? Это вот с 17 до 21, до 20 даже. Ну, хорошо. Получается. Потом вы принимаете решение обучиться. Потом я приезжаю в Омск, получаю, ну, как бы не то, что даже как бы учиться, а просто прохожу курсы на облицовщика-плиточника и уезжаю, нахожу родную сестру и уезжаю в Приморский край. Назад. Да, на родину. Вот, где, собственно, знакомлюсь со своей женой, нахожу там несколько рядов работы. Сначала в общепите, потом также по ремонтам работал, потом вернулся обратно в город Находка, уже сошелся с девушкой, ну, на ту пору девушкой. Проработал также грузчиком в одной организации, ну и решили переехать обратно в Омск. К зиме мы переехали в Омск. Вот как раз сложилось то, что я с ноября месяца не мог найти работу до весны, хотя работал много где за свое время, 17 лет. Вот. И вот как раз выбрался на вот эту вот компанию. Там поработал. Ну и к июню месяца, где-то к середине июня, я уже оттуда уволился и пошел в парк культуры и отдыха работать. Кем? Оператор-контролер. Билеты продавали? Нет, принимал, рвал и запускал аттракционы. Понял, понятно. Отработал сезон. Да, и что вы И хотел уже сказать? понял, что нужно учиться, что так долго не поскитаешься, тем более уже дело близилось к семье. Пошел, поступил в Омский многопрофильный техникум. 3 года отучились? Да, 3 года отучился, у меня жена забеременела, там по семейным обстоятельствам мы опять переехали в Приморье, 3-й курс я уже заканчивал дистанционно. Приехал на защиту диплома, защитил, приехал обратно,
пошел с отцом по стройке, по ремонтам работать. Так как я поступил в техникум, мне пришлось стать на... Как она? Ну, воинский Ну учет. да, на воинский учет. Ну и по смене места жительства пришлось как бы в Находке уже прийти. Тоже отметиться. А что- до 20 лет военкоматы не трогали? Нет, потому что в школу я как бы 9, там, 8 класс я в основном пропускал. Потому что, ну, не хотелось. В 8 классе я после перевода с кадетской школы тоже пошел работать в грузоперевозке. Кем ваша мать работает? Моя мать работала на шинном заводе, бюро пропусков. А отец? Жил и рос без отца. Понятно. Это вообще приемные родители. Приемный родитель. Да. Жена, ребенок, зарплата, говорите, 20 тысяч. Когда я уже сюда переехал, жена родила, зарплата у меня составала на момент трудоустройства в Мегаопт, это в Приморском крае, там склады была 25, потом я со складов пересел грузчиком также на машину, и она уже заключалась в размере 30 тысяч. Это нормальная зарплата считается? Если имеется свое жилье, да. У вас жилье было? Пока жили с тестем, потом перебрались в город, съемное жилье это 17 тысяч за квартиру. Ну, понятно. Армия. Как все началось? Вообще думал пойти по контракту, как бы накопить на жилье, на ипотеку, встать там. 70 тысяч в месяц, да, зарплата? Ну, обещали рядового как от 30 до 40 тысяч. Вот. Там дальше уже выслуга лет, да, до возможности получения до 70. Вот. Когда вы... Начал собирать, естественно, проходить медкомиссию, пришел уже в военкомат, то мне нужно было заключение от терапевта ихнего, от военкомата. На меня посмотрели с ошарашенными глазами, типа, как, что вообще, откуда у тебя это направление появилось, как ты это все прошел. Нет, так не идет, ты идешь на срочку. Я говорю, у меня жена, у меня ребенок, как бы, ну, как они будут жить-то? И тебе 25. Да, и мне 25. У нас до 27 призывной возраст, так что идешь на срочку. Когда ты пошел на срочку? 15 декабря 2021 года. 15 декабря 21. Ты перед Новым годом? Да. А был тогда призыв? Он уже, по идее- Да, призыв был завершающий уже. после финальная стадия. Да. Обрадовались? Кто? Семья? Не особо так же, как я. А вы что не обрадовались? Но как Родину бы защищать, с автоматом бежать. изначально родину-то защищать, это когда на нее нападают. Это да. А изначально как бы был момент именно как заработать на квартиру, на обеспечение семьи. Вы пошли в армию за бабки. Да. Ну, то есть без вот этих всяких конструкций, там, заработать, семья, квартира. Потому что, по словам, у вас, наверное, был знакомый, который был контрактником, не напрягался, с 9 до 6 ходил в воинскую часть, получал своих там 40 тысяч. Вы смотрели на него, смотрели на себя, что вы работаете на мегаопте, тягаете коробки, а он ходит и ни хера не делает. Да. И при этом его обеспечивают льготы, соцпакет и 40 тысяч. Ну да, Так было? примерно так выходит. Ну, как бы вот срочка, моряк. Нет, в срочку я попал вообще в Арсенал. Там Что такое арсенал? тоже грузчиком был просто. Профессиональный просто, Да. да, с 8 класса грузчик. Да. Не, ну я с 8 класса. Это на самом называется, деле. я узнал недавно, такелажная работа. Да, именно Ну, так. я буду скоро военным экспертом. А узнал я буквально вчера. Поэтому я знаю это крутое слово. Просто был такелажником. И контракта там не давали. Сказали, типа, хочешь, иди учись на категорию С за свои деньги. И, пожалуйста, будешь контрактником. Сколько вы такелажили? Полгода. Полгода. Это уже где-то май месяц. В конце апреля я уже перевелся в 72-ю береговую. Вот, в свою бригаду. 24 февраля. Перевелся из-за того, что
Ну, я изучал, давали, как бы были моменты, когда ты берешь там сенсорный, неуставной телефон, лазишь там в интернете, Но есть уставные телефоны? кнопики, Официально можно носить. кнопочный телефон. И Ну. то не во всех частях. Вот в арсенале, в котором вот я служил, там даже кнопики нельзя было таскать. Выдавались только 2 раза в неделю, суббота, воскресенье. А смартфоны запрещены? Вообще конкретно, всегда. Типа шмоны там. Шмоны до гопвахт. Увольнения нет. За полгода я был только 1 раз в увольнении. А жена, ребенок? Ездить не представлялось возможности. Русская 8 армия. часов езды на автобусе с маленьким ребенком. Приезжали? Нет. Ну, логично. Как бы. Э, Перевелся я, так как это береговая охрана, А почему перевелись? как бы, потому что контракт нужен был. Я хотел поскорее уже полгода начать зарабатывать отслужил, деньги, да. Мгм. Вот, перевелся в береговую охрану, так как меня прям уверили, что с бригады еще никого не забирали, что забирать не будут. С Арсенала забирали? С Арсенала я уже в дальнейшем, ну, уже вот перед убытием списывался со своими, так сказать, сослуживцами, которые там были на срочке. Говорят, что да, забирают тоже. Как у вас прошло 24 февраля? В госпитале. Почему? Была температура большая. Заболели. Да. Понятно. Перевелись вы в бригаду. Что дальше? Подписали контракт все-таки? Нет, даже не подписывал. Писал рапорта, собирал документы. Раз даже жена приехала в гости, ну, наведала с сыном. Это все-таки как бы ближе к дому было, там 1,5 часа езды на автобусе. Вот. Ну, а так ходил в наряды. А жена в декрете же? А с сыном уже. Ну, как бы у нее декретный отпуск, да, то, что она за уходом, за маленьким ребенком. За чей счет она жила? За субсидии. Ну, то, что дают То, что на государство давало, да, за ребенка, за меня, пока я нахожусь на срочной службе. ребенка. Сколько это денег? В общем, выходило в районе 24 тысяч. Это ваша зарплата срочника и плюс пособие. Плюс пособие, да, и вот за меня тоже. Это в общем. Чего мне не могу понять, почему командиры в первой части тебя не отпускали? Ни разу увольнения. У нас наш командир роты находился там в командировке, вот. Поэтому у нас как бы был временно исполняющий обязанности командира роты, полгода почти что. Ну вот отправил уже командир роты, получается. Он прибыл и А этому получил. что, ему пофиг было? Ну да. У него был свой, так сказать, район заботы. Ну, то, что есть человек, жена, Ответственность. ребенок маленький. По барабану было абсолютно всем. Хороший командир? Да, не особо такой. Да его и в роте почти не было. Ну, понятно. Как вы оказались здесь, в Украине? Пришел приказ, меня предупредили в субботу. Если ребята знали еще там за неделю, отдыхали, собирали там какие-то документы, то мне вообще сказали в последний момент, в субботу, что я отправляюсь в понедельник на учение, дабы в дальнейшем пройти последовательно, как на спецоперацию. Надеюсь, в это. Это когда было? Отбытие у нас было в 155-ю 27 июня. Я не знаю, что такое 155. Это 27 Прикомандировано. Июня. Июня. Месяц подготовки. 26-го нас отправили уже бортами. августа. Да. Нет, июля. 20, еще раз. 26 июля нас отправили бортами уже в Таганрог. И из Таганрога в ночь с 27 на 28 мы пересекли границу. Как вас месяц Июля. тренировали? Просто ездили. Ну, я как водитель-механик просто катался. На чем? БМП-3. Целый день, каждый день? Да. Ну, кроме субботы-воскресенья. Накатали нормально часов? Ну, да. Ну, то есть подготовили. Я спрашиваю там исключительно... Так, просто В- показали, как жать на педаль, как ее завести, и элементарно там заливка масел, смотреть уровень, и все. Я бы поехал? Я бы поехал? Не знаю. Ну, так Ну, сказать. вообще там, ну, очень просто. Ну. На самом-то деле, учитывая того, что прав у меня не было,
У вас прав не было, и вы были... Да. А как это Водитель, было? механик. А правила дорожного... Я теперь понял, почему вот есть эти видео, как ваши попадают в аварии в городах, когда колонны идут. Ваших до хрена попадает в аварии. Не знаю, но я учился, у меня просто финансов не хватило на экзамен. Поиграем в знаки дорожные? Навряд ли. Не? Сколько вы городов объездили? Много. Ну, в штуках. Ну, наверное, штук 20-30. Какой самый хороший был? Самый хороший для меня, чтобы вот прямо сесть в этом городе для дальнейшей жизни, это Новосибирск. Что у него было хорошего? Город сам по себе молодой, зарплаты растут, цены стоят на месте. Ну и для развития как бы ребенка очень много культурных досуговых мест. Приехали вы в июле, 26 июля в Украину? Нет, 28 июля. 28. Куда вы приехали? В лес? Через какой населенный пункт? Какая это область? Ну, вообще, как я понял, это Донецкая область была. Приехали в лес за грибами. Не знаю, нас просто там привезли, сказали располагаться, и все. В течение 2 дней выдали машины, и опять смена места дислокации, опять в лес, и все. Те, кто машины не получили, они отправились в пехоту. Спрошу по-другому. Чуть-чуть. Зачем вы приехали в Украину? Ну, нам говорили, что типа ущемление народа, ущемление русского языка, издевательство над местными жителями. У вас телефон со был? стороны ВСУ. Нет. До того, как вы поехали на учение? Ну, на учениях у меня был простой сенсорный телефон, который, даже полдня не продерживался. Вы знали, что происходит в Украине? Только в общих словах то, что нам говорили командиры. И все. Что вам говорили? Ну, то же самое. Ничего нового. Вы не знали, что здесь война? То, что война, нет. То, что Я вам не верю. спецоперация шла, да. Отличие спецоперации от войны? Да без понятия. Ну, мне кажется, что, скорее всего, на спецоперации не столько возможно применение оружия, некоторых видов оружия. То, что вы увидели своими глазами, это что? Ну, это война. Тогда спрошу по-другому. Зачем вы приехали на войну в другое государство? Без понятия. Вы оккупант? Ну, выходит, что да. Чего так резко ответили, выходит, что да? Что такое оккупант? Ну, человек, который посредством оружия пытается забрать чью-то территорию. Поэтому у меня обычный резонный вопрос. В июне месяце вы знали, что поедете на учение, чтобы дальше поехать воевать в чужую страну. Зачем вы пришли? Убивать меня, моих земляков? Что я вам сделал плохого? Да, собственно, ничего. Ответьте на вопрос тогда. Я даже не знаю, как на него ответить. Вы знаете, потому что вы человек, у вас есть мозги. Вы можете думать. У вас же было время до этого ездить по чужим, по другим городам, принимать какие-то решения, зарабатывать деньги и не умереть. Там было проще немножко. Проще? Это расскажите, зачем вы приехали убивать украинцев? Уйдем от меня лично. Зачем вы осознанно, спустя 5 месяцев войны, зная, что там есть война, вам подтвердили по телефону, что забирают. Я знаю, что в любом случае вы знали, что были 200-е, 300-е. Были же? Нам не особо прям рассказывали за всю вот эту. А полной вообще картине стало известно уже, когда мы были во второй лесополоске с командирами. Потому что слышали радейку. Что слышали? Мы вернемся к этому вопросу, мы в любом случае на него ответим. Да, слышали в основном 200-е, 300-е. Что вы сделали?
Ну, уже некуда было идти. Все-таки. Вышел закон за дезертирство 10 лет. Когда? Да перед началом этой мобилизации частично. Когда вы попали в плен? Нет, в плен я попал уже после этого. Ну, когда? В плен я попал 28 сентября. 28-го. То есть вы повоевали 2 месяца. Месяц я сидел просто на базе, никуда не выезжая, так как машина была нерабочей. Ну, даже уже неинтересно смеяться с этой темы, нерабочая машина. А потом, когда нас перевели с леса в поселок, там уже пришлось работать. Пришлось выезжать на выезда. За месяц вы увидели за первый месяц вы увидели 200-х? 300-х? Нет, 200-х я увидел только за второй месяц, уже вот когда непосредственно поехали их эвакуировать. Типа. Эвакуировать. Что вы делали каждый день? Вот когда уже после базы? Когда, я так понимаю, машина чинилась? Ну, она и чинилась, в принципе, во второй уже лесополоске. Когда некоторые экипажи уже ездили вовсю, работали, я стоял на месте. Да, какая у вас боевая задача была? Ну, в основном помощь пехоте. Ну, расскажите как-то более Да детально. я ни разу на такую не ездил. Когда мы переехали в деревню, мы работали как арта больше всего. То есть навесом стреляли по лесополоскам. Угу. И все. Хорошо, а потом уже во втором месяце? Ну вот это и было во втором месяце. То есть в первом месяце у меня вообще никаких выездов не было. Были где-то в тылу. Да. Хорошо, и давайте по-другому. 3-й день 2-го месяца, утро. Как у вас проходит? Пока не вызовут никак. Ну, как обычно, просто проснулся, умылся, приготовил покушать и все. Что вы ели? По-разному. Когда тушенку, когда сами готовили. Там макароны, рис. Нам привозили продовольствие. Вот. Когда сами готовили, когда просто давали как бы мирным жителям, которые находились в этом поселке, делились. Они там в качестве благодарности сами готовили, потом приносили. А где вы стояли первый месяц? Нет, второй месяц уже. 2-й месяц. Где вы стояли 2-й месяц? Да, там в деревне был. Много там людей было? Ну, улицы были довольно-таки заполнены. Что вам местные говорили? Ну, всегда улыбались, здоровались. Как бы ничего плохого. Понятно. Вы говорили что-то эвакуация. Что такое эвакуация? Ну, вообще, как бы мы должны были поехать забрать тела 200-х. Много вообще за 2-й месяц вы слышали, видели 200-х? За второй месяц вообще не видели и не слышали, так как у нас уже общей радийки не было, в доступе, чтобы можно было услышать это. А где она делась? Она оставалась как бы с прошлым командиром. Нас отдали под другое командование, под другое направление. Какая-то каша получается. Еще раз. 1-й месяц вы приехали, у вас не работала машина, вы тупо стояли в селе. Да. Ее, Не в селе, в лесу мы в лесу стояли. и в лесу ее чинили. Да. Месяц вы ее чинили, она заработала. Ну, как? Что в ней не работало? Вообще изначально она перегревалась. Я уезжал на рембазу, ремонтировал ее, потом приехал. У меня ее брали другие экипажи, так как у меня забрали наводчика, посадили его на другой экипаж. Я остался вообще без экипажа. Вот, у меня забирали машину. Потом, как оказалось, она там сама произвольно поворачивала влево-вправо. Как это самопроизвольно? БТР, да? Нет, БМП. БМП. Да. Это она на гусеницах. Гусеницы. Я уже... На гусеницах БМП. Как это? Едешь прямо, она может повернуть налево? Когда едешь прямо, ее немножко как бы ведет влево, но это вполне нормальное явление. При повороте направо там, или налево у нее получается, вот, как поворачиваешь штурвал, возвращаешь штурвал в обратное положение, она дальше поворачивает. Почему? Вы на ней ездили? Я на ней ездил. Какого года было?
86-го. У второй армии мира сколько это лет ей? До хрена. 36 лет. Или сколько там? Ну, хорошо. Сколько вы... И вы говорите, что вы выезжали, навесиком стреляли и уезжали. Да. Вы попадали? Без понятия. Ну, нас корректировали. По корректировке как-то было больше, наверное, понятнее, что все в промахе было. А какое там вооружение у нее? Ну, 100-миллиметровая пушка, спаянная с 30-кой. Спросил. Не знаю о чем. Это снарядами там стреляет она? Сотка, да, снарядами. Угу. А то пулемет. Ну, то да, крупный Ну, сколько калибр, вы раз стреляли? Как на БТРе. Выезжали за все время раз, наверное, 15. Бывали дни, когда просто в отстойнике простаивали весь день и уезжали. Ну, бывало, когда выезжали работать ну, минимум 1, 2, 3, 4 раза. И сколько вы отстреливали? Тоже по-разному. Ну, в среднем. В среднем пол БК. Если вы думаете, что я знаю. Где-то примерно 11 снарядов. Теперь понятно. 150 снарядов вы выстрелили. Нет. Ну да, где-то так получается, учитывая то, что у нас 22 снаряда. Вы вообще ни разу не видели, куда вы стреляете? Я ни разу. Я механик. А куда То есть, стреляете? когда я подъезжаю, я сажусь по-боевому, у меня вид ограничен триплексами. То есть это от машины буквально 3-4 метра впереди и все. Там мог быть населенный пункт? Нет. Выезжали всегда через населенный пункт, через Егоровку и работали всегда по лесополосу. Слово такое «работали». Меня вот это режет уже 10-й раз. Убивали вы кого-то, а не работали. Давайте так называть. Ну, возможно. Ну, если бы было не так, то не работали бы. Ну, правильно? Если типа логики какой-то там преследовать. Там не понять, какая логика вообще у командиров. Почему? Ну, у вас же были там какие-то построения, выходят, Не было ни построений, ничего. ну, совещание какое-то там. На совещание нас не приглашали. Но как вам рассказывали, что вы бьете там укрнацистов? Да, короче? нам это все рассказывали. Приезжал замполит, Да. вот он рассказывал, Что он говорил? что... Работайте, братья, валите нациков? Ну, в основном, как бы, рассказывал там по прорывах и о уничтоженной там технике и сил противника, в общем, со всех направлений. Все хорошо, типа. Ну, типа, да. Все отлично. Еще раз, это была какая? Харьковская область? Нет, это Донецкая. Донецкая область. Донецкая область, все хорошо. В плен вы попали 28 сентября. 28 сентября. К 28 сентября уже произошло отрицательное наступление ваших войск в Харьковской области. Знали вы про это? Нет. Вы вообще что-то знаете про то, что происходит? По факту получается, что ничего не знали. Знали только то, что им было выгодно нам говорить, и все. Из вашего подразделения за это время кто-то погибал? Нет. Вообще нет. В основном 300-е только. Контузия, там, посечение осколками. Много? Тоже не особо. Но у нас сама бронегруппа была небольшая. Ну, сколько машин? Точно не скажу. Ну, работало всего там 5-6 машин. Точно не скажу. Ну, тут работало всего 5-6 из 50 или из 10? Ну, где-то, скорее всего, из, может, 15. Из 15. А что те не работали? По разным причинам. Да, назовите разных 3 причины. Ну, одну новую пригнали, у нее электроника полностью отказала. У новой. Новая БМП? Да. Ну, с хранения, как я понимаю, или откуда. Ну, новая в смысле старая, просто что новая никто на ней не ездит. Да. В плане, есть что тоже она она не типа- прокатанная, не отстрелянная. Привезли, и что? Начали проверять, Вы все такие, о, новенькая, класс, электроника лоханулась. да? И что с ней дальше сделали? Она очень долгое время стояла просто. Потом ее увезли на рембазу.
Там она простояла, проработала. Ну, как бы про это ремонтировали ее. Потом ее обратно привезли, и вроде как она начала ездить. Там другой экипаж был. Начала ездить, потом у нее опять там начали то трубки давить, то еще что-то. И еще две причины. Одна причина — техника. Ломалась. Да, в основном всегда в технике была причина. Поломанная В человеке ни разу не было. Человеков всегда хватало, убийц? Ну, как? Ну, вот как. Где-то просто расформировали экипажи, и все. Дополняли рабочие. Из 15 машин работало 5. Да. 30%. 70% техники не работало. Да. Можно так сказать? Да. Вот, это небольшой итог. У вас было другое мнение, возможно, про армию? Ну, телевизор я особо как бы не смотрел. Я это понял, что Поэтому- политикой вы не интересуетесь, всей правды вы не знаете, военную тайну вам не дали. Поэтому как-то мнение... Ну, машина — это техника, но в любом случае, если долго на ней работать и не следить за ней, она будет ломаться. А следить в лесополоске за состоянием машины, ну, это нереально. Расскажите свой последний день. Ну, имеется в виду не последний день, который там... На передовой, крайний день. Мы получили утром новую машину, свежую, так как старая там теряла масло. Вот. Были вообще не боеспособны, ни на выезды, никуда. То есть нам даже командование просто сказало: занимайтесь машиной, все, подготавливайте ее. Полдня мы ее там разбирали, перебирали. Там я проверял масла, ну, жидкости. Перегнали ее, посмотрели ходовку, поворотливость, как бы, все остальное. Поставили уже ее на парковку, потому что нужно было там заняться чисткой оружия. Вот, зипов для этого не было. Как бы должны были ожидать именно инструмент, чем чистить. Потом ко мне залетает командир моей бронемашины, берет меня наводчик и говорит: у нас эвакуация танкистов. Мы уезжаем в Егоровку, эвакуируем экипаж танка, забираем, привозим опять. Что с танком было? Танк как-то подбили, как я понял, он горел, что ли. И что с экипажем? Экипаж все целые, как бы без этого. Просто покинули боевую машину. Ну, все выжили. Да. Херово. Вот. Без ранений. Без ранений. Херово 2 раза. Вот. Их увезли как бы в деревню. И нам дальше по рации командир уже орет, что нужно ехать в лесополку, забирать 200-х. Вот. Поехали вы. Начал нас гнать, да, мы, естественно, все быстро, у нас ничего вообще подготовленного не было, орудие пустое, все пусто, ну, как бы десантные места были заняты всякой швалью, потому что, ну, даже не успели это все разобрать. То есть, ну, чисто теоретически Шваль — даже, это чуть-чуть другое слово. Ну. даже вложить 200-х нам некуда было. И зачем вы только поехали? если на броню. На броню. Ну. Вот. Приехали к месту, так сказать, прорыва, как я понял, ночного, куда типа наши прорывались. Было вообще чисто, ни людей, ни 300-х, ни 200-х не было видно. Командир дает команду на разворот, мы разворачиваемся, и левая сторона попадает под мину противотанковую. Ну, что вы туда приехали? Я что-то как-то тогда... Ну вот отправили нас туда. Вы туда приехали, там за никого 200-ми, нет. да. А где 200-е? Я их не видел вообще никак. Еще Тем раз. более, когда даже подорвались, мы поспрыгивали с бронемашины, наводчику оторвало ногу. Сколько у вас человек было? 3 человека экипаж. Угу. Вы водитель, наводчик. Наводчик и командир. Командир что делает? Командирит. Не, командир, как правило, да, на связи всегда. Командирит. Ни хрена не делает. Да. Вы наехали на мину. Кому оторвало ногу? Наводчику. Взрыв пришел с левой стороны, как раз на месте наводчика. Командир сидел по боевому, скорее всего, по походному, скорее всего, просто из-за этого. Ну, это ему и фартануло. А вы сидели с правой стороны. Я сидел вообще спереди, посередине.
Понял, я просто даже не представляю, как там оно внутри. Хорошо. Оторвало ногу, он внутри сидел, Он да? сидел, да, по-боевому. Если бы, возможно, сидел по походному, ничего бы не было. Вы его достали. Достали, начали разбегаться, Да потому куда у что него? под минометки, да чуть ниже колена получается. Угу. Вот, под минометными обстрелами утюжили с двух сторон, падало там прям рядом. Мы в так называемые окопы свалились, лежали, сидели, все в разные углы разбежались, там, кто расползся, кто Как пробежался. чувак куда убежал без ноги? Он полз, получается, Вы ему как я там понимаю. жгут какой-то или... Ничего мы не успели сделать, утюжили прям конкретно. Я пока сообразил вообще, что происходит, начал пробираться в ту сторону, возможную сторону, куда мой экипаж вообще свалился, заныкался. Нашел командира, пытался прислушаться к наводчику, вроде как прислушался, пытался вылезти, под Вы минометным подождите, огнем. стоп, сумбур. Вы свалились в окоп. Да. Наводчик без ноги. Полез в одну сторону. Да, Командир в другую. в другую сторону. Вы полезли Я в третью. в третью. Окоп в 3 разных стороны. А он, получается, как шел Это же самое как-то интересное. вот таким вот макаром. Вот так вот. Все, я понял. Вы командир вначале. Поначалу получилось найти именно, да, командира. Подходите сырым шагом, равняясь Да нет, смирно, никак. докладывая. Не? Нет, там ползунком. Подходите к командиру. Командир что делает? Что он? Да он в шоке. Командир не может быть в шоке, у вас самые бравые командиры. Нет. Нет? Командир Он- достает гранату, работаем, братья. Но он действительно нашел там гранату, потому что мы были сорваны. У нас не было ни бронежилета, ни автоматов с собой. Да вообще хорошо. ничего. То есть, Гранату нашел, что он с ней делал? ну, я так понял, он уже подорваться хотел. А где командир сейчас? Командир здесь? Я с ним говорил? Нет. А, Ну, он ну, молодой парень, он, ну, действительно испугался. Вы рядовой матрос, а командир у вас Тоже полковник, матрос. да? Нет, тоже матрос. А как вас выбирали, что, кто? Вы просто... Пофамильно просто Он младше вас? распределили, да. Пофамильно, типа, командир. Да, наводчик и Просто тупо чувак мехвод. Да. расписал, а там опыт, знания, навыки. Вы все врете. Нет, я вам на полном серьезе говорю. То есть Месяц их учили там стрелять. У меня командир после это вообще распределения... наводчик. Стоп, у вас командир вообще наводчик. Да. А наводчик у вас? Тоже наводчиком учился. У нас командиров по прибытию... А вы водитель без прав. Да. У нас по прибытию по пересечению границы... А что командиров не было? Командиров отправили в пехоту, сказали, что типа они нафиг не нужны. Типа БМП может спокойно работать и с 2 человеками в экипаже. Для Инстаграма и ТикТока. Командиром назначили наводчика. Да, потому что у него уже были боевые выезды. Водителем назначили водителя без прав. Наводчиком назначили наводчика. Тут повезло. При этом всех командиров отправили в пехоту. Да. Правильно? Да. Вырезали, полетело, 1 миллион просмотров. Короче, вы тоже могли быть командиром. Да, Там тупо пофиг. тупо пофиг. Хорошо. Командир с гранатой, ЧК. Вы... Нет, Чуку он не успел выдернуть. Он реально был настроен. Ну, мне кажется, да. Потому что он был очень испуган. Это первая такая ситуация, когда прям под минометом вообще. Что командир обстрел говорит? конкретно. Ну вы к нему реально пришли за советом, потому что он типа Нет, командир. я пришел, потому что надо было собрать всех, чтобы в дальнейшем по возможности вытащить наводчика, сделать какую-то перевязку, там, вообще оказать первую Всё, помощь. вы командиру. Что командир? Ни рыба, ни мясо, под испугом, сидит, не знает, что делать. Все там дрожит, вообще земля дрожит. Вы потому гранату что забрали? Заставил ее выкинуть нафиг в сторону. Расскажите этот диалог. Ну вот реально это... То есть то, что было до этого... Там даже диалога просто не было. Я захожу в блиндаж,
ну, доползают даже не до блиндажа, это что-то такое подобие блиндажа, можно было сказать, потому что ни насыпи сверху не было, ничего. Просто небольшое углубление, где ты, ну, на корточках кое-как усиживаешься. Там сидит Там, да, сидит командир экипажа, перепуганный, да, нашел гранату. Ну, я, получается, подхожу, и он как раз эту гранату с земли достает и просто испуганным взглядом на меня смотрит. Я просто подошел, говорю, выкинь ее нафиг, не думай об этом. Вот эти такие штуки, выкинь ее нафиг, он же мог чеку выдернуть и кинуть. Не, я обратил внимание на это. Потому что, судя с вменяемостью, ну, дальше, еще. Ну, сидели уже, думали, куда ползти, где наводчик. Я по крикам услышал наводчика. А вы его достали, получается, и стянули из брони. Да. И увидели, что у него нет ноги. Когда доставали. А что ногу не забрали? Ну, она как? Она болталась у него. На чем-то. Не могу понять, на чем. Что, тема стрёмная, короче. Шутка не удалась. Пока пытался подсчитать момент, чтобы, ну, в перерывах между снарядами хотя бы наводчика затащить в окоп и начать как бы уже оказывать первую помощь. Понял, что это не удастся, так как, ну, даже перерывов небольших не было. Я уже выполз так, дошел до наводчика перебежками, начал его поднимать, стараться тащить. Но уже не получилось, он потерял сознание. Уже слишком долго времени прошло. Он дышал еще? Нет. Уже все было. За что умер наводчик? Без понятия, за что. Давайте искать ответ. Был наводчик. И не стало наводчика. За что он умер, мне кажется, только ему было известно, за что он сюда шел. Много кто за деньгами шел. Ну, вы за деньгами платили. шли. И ехали повоевать, убить меня за деньги. Правильно? Ну, выходит, что так. Не выходит. Давайте разберемся. Вам нужны были деньги. У вас жена, ребенок, денег категорически, катастрофически не хватает. В армию вы пошли за деньгами. И когда вы хотели контракт, вы знали, что война, вы подписали контракт, вам сказали 200 тысяч, вы с радостью, окей, водитель, не совсем стрёмная тема, буду. Вот правдивая история. Вы ехали сюда за 200 тысяч деревянных. Опровергните меня. Да здесь нет опровержения. Это мотив, и вы его честно пробовали реализовать и реализовали. Я даю верняк, что вас обманули, когда говорили, что вы не будете на передке. Это подливало вам, типа, в уме вы. Контракт на сколько был подписан? На 2 года с учетом срочки. Ну, 2 года с учетом срочки. Вы приехали убивать украинцев за деньги. Жена, которая будет смотреть это интервью, мы ее сейчас наберем, она увидит его в любом случае, там не знаю когда. Но как ее звать? Анастасия. Анастасия, знайте, что ваш муж убийца, который приехал убивать наших людей, украинцев, за деньги, на которые вы воспитываете ребенка и получаете их. Она же уже получала. Одну зарплату. Одну зарплату. Сколько она получила? 300. 300 тысяч. Наемник, которому повезло, у которого на руках умер его наводчик. Так же было? Да. Анастасия, живите с этим до конца дней и знайте, что ваш муж убийца, который 150 мин отправил, не мин, снарядов, отправил куда-то. Знаете, что ваш ребенок воспитывается на кровавых деньгах, вы получите сейчас 2-ю зарплату. Он из-за того, что находится в плену, получает с коэффициентом x3. Ну, это без понятия. Это я вам рассказываю, потому что это так и есть. Это другие рассказывали. Потенциально вы миллионер, а реально вы наемник и убийца. Если вы назовете мне хотя бы хоть одну причину, почему моя конструкция. Я же вас слушал и что-то складывал себе. И вот пришел к этому. Вся жизнь
скитание в поисках фортуны привела к тому, что армия привела в плен. И ему повезло. Ваш ребенок воспитывается на крови. Да, и что дальше происходит? Бросаете вы наводчика? Ну, уже да, потому что Нахер он надо? тащить мы даже сами уже не знали, куда идти. Я опять возвращаюсь к командиру. Интересуюсь, куда нам дальше направляться, так как карта была только у него. И он как бы более владел обстановкой. Вот, и он сказал, что по левую сторону должны находиться наши в окопах. Ну и мы перебежками, высчитывая там секунды между выходами и приходами, пытались продвигаться вперед. Добежали до окопа, увидели нормальный окоп, спрыгнули, ну и там уже на нас наставили оружие. Добрый вечер, мы из Украины. Ну, что-то типа, да. И что вам, кто там был? Нацисты? Нет, мобилизованные, как я понял, ребята сидели. Потому что, мы долгое время, где-то, наверное, с обеда, со дня до почти ночи сидели под обстрелом. И они что сидели? Но они сидели в блиндаже, укрываясь от минометных обстрелов. Наши. Да. А минометами крыл кто? Наши с двух сторон утюжили. Сначала минометами, потом ракетами Подождите, начали. вы сейчас чуть-чуть. Когда вас подбили, точнее не подбили, вы наехали Мы на наехали мину. на мину, да. Кто вас обстреливал? Свои же минометами крыли. Вот, я сейчас это только понял. Да. Зачем они это С делали? двух сторон, без понятия. До нас это до сих пор не дошло. Вас отправили, я же возвращаюсь, Да. забрать 200-х. Вы приехали, подорвались с большой долей вероятности на своей же мине, потому что это была ваша территория. Нет, это не была наша территория. Но вы Туда делали прорыв ночью. Ага. Вот. И там должны были быть трупы. Там должны были вообще сидеть наши. Но, как оказалось, потом уже с разговором с вашей пехотой, что наши благополучно утром смылись оттуда. А вас отправляли туда Без понятия. в обед? Или когда вы уехали? Ближе к обеду. Ну, потому что первый раз вы съездили куда-то, а потом... Да. Ваши что, не знали, что там уже не ваши? Я без понятия. А зачем они вас херячили? Тоже без понятия. На эти вопросы я не могу ответить. Потому что, сам не знаю ответа. Процесс попадания в плен. Спрыгиваете вы в окоп в надежде, что там ваши. Да, А там находится пехота вооруженных сил Украины. Что они вам говорят? Наставили оружие, сразу повалили на землю, завязали руки. Говорят, $600. Нет. Не. Об этом мы узнали уже впоследствии разговора, когда уже темнело. Про что? То, что вашим военнослужащим доплачивают. Вы знаете, что комедия, ситуация вообще вся это происходит в том, что я заплатил за вас. Знаем уже. Это тот случай, когда пацаны получили $600, и мы берем интервью у того, за кого мы заплатили. У них, по сути, был мотив вас не убивать. Да, это мы тоже поняли. Мы делаем правильную историю или нет? Вообще, я считаю, что да. Почему? Жизнь все-таки, мне кажется, самое дорогое, что есть. И такой момент, как у Чья нас жизнь? Получилось, да вообще любая. Мне на вашу жизнь вообще как глубоко у меня плевать. получилось, Извините что- за выражение и за то, что вас перебиваю. Мне вообще на вашу жизнь. Если бы вас убили, я бы вообще никак бы не грустил. Да, я понимаю. Вы обменный фонд. А наших мы, защитников, стимулируем, чтобы они вас не убивали. Чтобы забрать свои. В вас они не видели человека, которого нельзя убивать. Вы для них, назовем это так, хобот и обуза, потому что вас надо связать, за вами надо смотреть, вас надо тягать,
Про вас надо думать. Поэтому подписчики донатят на то, чтобы вас не убивали. Замкнутый цикл. Деньги все равно в стране. Наши подписчики, украинцы, кстати, рашисты тоже скидываются, платят деньги, наши военные получают все равно зарплаты, а это для них тупо бонус. Это реально та ситуация, когда мы заплатили за этого человека. Как бы это ни звучало, и там все вот эти международные прокуроры будут потом опять писать отчеты. Торговля людьми, что там хотят рассказать, что мы блогеры торгуем людьми. Мы покупаем оккупантов, чтобы потом поменять на наших. Вот такой схема. Чека, конечно, мы не даем. Дальше история неинтересна. Вас куда-то привезли, с вами поработали вначале местные там какие-то разведки, узнавали позиции, количество. Ну, это как бы стандартная история. Дальше вас передали там куда-то передали, и вот мы общаемся. На вопрос, по сути, я ответил сам. Я знаю, что мой ответ на основе всех полученных знаний, всех услышанных историй до этого, я думаю, он правдивый, и вы не сможете его оспорить. Вы поехали воевать за деньги, потому что вам нужны были деньги. Анастасия, привет. Воспитываете, у вас ребенок кто? Сын. Сын. Сколько ему лет? 1 год и 8. Год и 8. Купите ему игрушечную Ладу Калину. Это такой. Набираем вашей супруги. Нет, не с того набираем. Мы набираем с патриотического. Вас флаг наш не обожжет, Да нет. потому что всякое бывает. Добрый день. Здравствуйте. Как у вас дела? Добрый. Нормально. Понятно. Ваш муж в плену, вы с ним будете разговаривать? Если такая возможность есть, то да. Ну, такая возможность есть. Я вас предупреждаю, что разговор будет записан и опубликован. Хорошо, я поняла. Вы не говорите, где вы находитесь. Вы в плену. Привет, солнышко. Привет, счастье мое. Как ты? Все хорошо? Да, хорошо, кормят, не бьют, не издеваются. Все нормально. Жив, здоров. Вы там как? Как сына? Сына спит. Сына спит, а маму защищает, От кого? поддерживает. От мамы. Сына у нас молодец. Растет, развивается, бегает, прыгает. Мы в квартиру съехали. Мы сейчас отдельно живем. В курсе. Места много. На площадку ходим. То есть у нас все хорошо. С мамой твоей созваниваемся. Со здоровьем немножко нет. Ну так все нормально. Вот. Дядя Вова чаще дома находится. Ну, я знаю, он же поменял работу. Угу. Так вот. Ну, мы что? Я самообразованием занимаюсь немножко. Ну, понятно. Здоровье как? Ну, на переживаниях, ну как? Как обычно, хуже не стало. Понятненько. Вот. Я так рада тебя видеть. Я тоже. И так соскучилась. Прям очень-очень. Я сегодня все-таки сделала эту смесь с этой с имбирем и орехами, которую тетя Алла советовала. Мгм. Витаминную. Ну, понятно. Делала так, что у меня блендер сгорел. Да уж. А ты как узнал это номер? Не надо, не надо. Я? Про тебя? Не Ну надо, ладно, не надо, сказали. Хорошо, не буду отвечать. Ну, понятно. Мне важно твое здоровье. Да жив, не здоров. болеешь? Нет. Тут не дадут болеть.
приходит медик каждый день, и если есть какие-то там недомогания, все лекарства, не лекарства, помогают, вот, раненых вынашивают. Ну, то есть все хорошо. Все хорошо. Да. Слава богу. Слава богу. Так, ты руки не опускай. Ты же знаешь, что я всегда с тобой. Надо в часть сообщить, что живы-здоровы, что нужен обмен, чтобы внесли в списки. Вань, я уже все сделала. Да. Можно вопрос задать? Да, конечно, задавайте. А вы переехали в квартиру, да? В съемную? Ну, как бы, да, что? Ну, так интересно. А сколько стоит аренда? Аренда, ну, 25 тысяч. А как вам живется на кровавые деньги? А это что, извините, я вас не понимаю. Ну, смотрите, ваш муж убийца, пришел убивать украинцев, вы получили его зарплату, сняли квартиру, и у вас все хорошо, вы радуетесь жизни, ребенок живет. Поправка. Я с деньгами мужа не пользуюсь. У меня свой, как бы сказать, у меня есть свои деньги, которые я могу потратить на свою квартиру. Хорошо, извините, значит, я неправильно подумал. Тогда все равно спрошу, зачем вы отпустили мужа убивать украинцев? Мы люди взрослые, у каждого свое мнение. Можно ваше узнать? Мое нейтральное. Я не причастна к войне. Не, ну, нейтральное мнение тут, то есть спецоперацию можно поддерживать или не Скажите, поддерживать? А что вы хотите от меня услышать? То, что вы думаете. Я всего лишь жена военного. Я сижу дома, воспитываю ребенка. Все. Ну, вопрос простой. Вы поддерживаете спецоперацию или нет? Я не буду отвечать на этот вопрос, но это будет мой выбор, хорошо? Хорошо, просто знайте и живите с тем, что ваш муж убийца. Вот и все. Ну, мы как-нибудь с этим разберемся. Понятно. Говорите, до свидания. Ладно, солнышко, Разберетесь. давайте, не болейте. Я тебя люблю. И я тебя. Матери привет передай. Обязательно. Давай. Прикольная такая. Ну, по WhatsApp просто много не расскажешь. А в чем прикол? Ну, он прослушивается и ФСБ, и всеми остальными спецслужбами. Не прослушивается. А что она может рассказать с этой позиции? Расскажите, знаю. что она может рассказать. Без понятия. Откуда у нее деньги? Можно спросить? Ну, просто до этого вы рассказывали, что все грустно и печально. Ну, возможно, начала заниматься маникюром. Возможно, начала. У вас есть что-то добавить к разговору? Вы довольны Чем? тем, что поговорили? Тем, что поговорил с женой, увидел ее, да. Разговор сам не понравился. Ну, обстановка немножко. Обстановка какая обстановка? Дома все-таки было бы получше. Ну, чтобы быть дома, надо было сюда не ехать убивать нас. Ну, я так понял, что тон беседы не сильно зашел. Ну, не сильно зашел. Это видно просто. По традиции, те, кто у нас дают интервью, обращаются в конце интервью, обращаются к своим землякам с каким-то рекомендацией, с какими-то. Стоит сюда ехать воевать, не стоит сюда ехать воевать. Воевать сюда ехать не стоит. Это шаблонная фраза, чего вы так говорите? Ну, потому что не все так, как говорят нам дома. Просто-напросто. А что сказали не так? Ну, по крайней мере, нацистов, фашистов, там, бандеровцев я здесь не встретил.
лично я. На каком языке с вами общаются? На русском? Притесняют русский язык? Нет. Даже вот подразделение, которое нас брало в плен, там как минимум 3-4 человека русскоязычные, говорят свободно на русском. То есть нету никаких притеснений. Что подтвердилось из того, что ваша пропаганда и замполиты вам вливают? Ничего. Назовите, пожалуйста, хоть один факт, который ваши идиоты вам вливают в уши. Да ничего не подтвердилось вообще. Спасибо. Стоп, не спасибо. Ты уже? Программа «Возьмите в плен российского солдата и получите вознаграждение» работает. Мы выплачиваем. Мы не можем показывать всех по определенным причинам. Тех, кто к нам обращаются, Дмитро журналист, пишите в Телеграм и получаете вознаграждение. Все, теперь выключай.